презентацию. A lot of fantastic memories, that's for sure. Очень много приятных воспоминаний нахлынуло. So what I want to do is to try and help you guys be the best that you can be. Давайте я попытаюсь помочь вам стать лучшими в этой индустрии. I want to lend as much of my experience with what I've learned over my 28 years building a network business. И попытаюсь поделиться с вами своим лучшим опытом, которому я научился за 28 лет в этом бизнесе. You're all excited and prepared to learn? Вы готовы послушать и поучиться? Good. Well, there's a few things that I want to talk to you about, and obviously the main thing is about the principles of network marketing. Несколько вещей я вам расскажу. Ключевые вещи – это принцип работы в сетевом маркетинге. Everyone will have opinions, but principles are fact. У каждого есть, конечно, свои точки зрения, но принципы некие, они базируются на фактах. Even if someone doesn't believe in the principle of gravity, даже если ты не веришь в принцип гравитации, you can climb to the top of this hotel and jump off and see that gravity is real. Можно забраться на крышу этого отеля, прыгнуть с нее, увидеть, лицезреть воочию, что гравитация работает. And sadly, a lot of people, a lot of networkers ignore principles involved in network marketing. Очень часто люди, которые приходят к нам в сетевой маркетинг, они игнорируют принципы работы. Now, how many people here in the room are wanting to try to build a business all the way to diamonds? Сколько людей в этом зале хотят построить бизнес до бриллианта, до уровня бриллианта? How many future diamonds do we have in the room? Сколько будущих бриллиантов здесь сидит? That's good. Well, I want to show you. They want to film it on the camera. Future diamonds. Because what I want to show you is that you're no different to me. Я хочу вам показать просто то, что вы никак не отличаетесь от меня, а я от вас. You possess already all the skills to be able to do it. It's all up here. У вас есть все навыки для этого, то есть все заключается здесь, вверху в голове. A lot of people ask me, how big is my business? What's the size of your business? Многие люди спрашивают меня, насколько велик мой бизнес, каков размер моего бизнеса. Well, it's pretty big. Он очень велик. You know how we have the maximum commission per week, $26,250 per week? Вы знаете, что у нас есть максимальная комиссия по одному из уровней доходов 26 тысяч с небольшим долларов в неделю. That's 750 team commissions a week. Это 750 командных комиссионных в неделю. 750 циклов, пардон, да. So I actually do about 1,500 cycles per week. У меня 1500 циклов в неделю происходит. So I've not only maxed out the pay plan, I've gone above. Я не только достиг максимума в пейплане, я переступил через него и пошел дальше. Now you know what Jeunesse does, which is really cool. А вы знаете, что Jeunesse делает, и это очень превосходно, это здорово, то, что Jeunesse делает. Are you curious what happens to the cycles that are above the 750? Знаете ли вы, что происходит с теми циклами, которые превосходят 750? What Jeunesse does is immediately push them through to the following week. Они переходят на следующую неделю. And then the week after that. И потом еще на следующую неделю. So if I stopped building today, если бы я остановился и перестал работать сегодня, I would still be earning $26,000 week after week after week after week into the future. Все равно 26 тысяч долларов каждую неделю буду получать еще очень-очень долго в будущем. Is that pretty exciting? Вас это вдохновляет? Because guess what my favorite day of the week is? Что, как вы думаете, какой мой самый любимый день недели? Monday. Понедельник. But I want to teach you a few things and show you why you're not too different to me. Но я хочу поделиться с вами некоторыми вещами, научить вас чему-то, чтобы вы поняли, что вы ничем не отличаетесь от меня. How many people feel that it's within your capability? Сколько из вас думает, что вы способны to enroll 2 distributors each month, just 2. Подписать 2 дистрибьюторов каждый месяц. Who can do Просто that? 2. Раз в месяц 2. Well, guys, you're no different to me. То есть те, кто это вот умеют делать, те не отличаются от меня вообще ничем. I've been building Jeunesse for about 3 years and 10 months. Я вот строил Jeunesse 3 года и 10 месяцев. I've only enrolled just under 100 people.
Я на самом деле подписал чуть меньше 100 человек. I think it's about 2.7 enrollments per month. Это что-то порядка 2,7 человека в месяц. And those 100 or so people И 100 человек, чуть меньше 100 человек, have grown me a team построили мне команду, of 250,000 distributors которая сейчас насчитывает где-то 250,000 дистрибьюторов in 110 countries around the world. в 110 странах мира. Is that pretty impressive? Вас вдохновляет такая вещь, впечатляет? And every one of you people can do exactly the same И thing. каждый из вас может сделать то же самое. So here's one principle that I want you to understand. И первый принцип, который бы я хотел, чтобы вы поняли, In this industry, в этой индустрии you can build two ways. можно строить двумя путями. You can go out there and build by quantity, Можно строить, набирая количество подписанных людей. because some people enroll 12 people per month, 20 Потому people что я per знаю month. людей, которые подписаны по 12 и по 20 человек в месяц. Or you can go out and build a business by quality. Или можно построить бизнес по качеству подписанных людей. Guess which wins? И какой способ, вы думаете, выигрывает? Where I was in Copenhagen yesterday, Я был вот в Копенгагене вчера. that was someone who enrolled through one conversation Там был человек, который за один разговор его from a lady from another country, подписал женщину в другой стране. and within 6 months that Danish team was 5,000 people. И в течение 6 месяцев эта датская команда выросла до 5000 человек. All from one enrollment. Из одного подписания фактически все это случилось. So what I want to do is to show you how to embrace quality rather than quantity. Я хотел бы вас научить неким образом, что нужно нацеливаться на качество, нежели чем на количество. Because quality always wins. Потому что качество всегда выигрывает. Do you realize how valuable it is what you have within your hands with Jeunesse? Вы понимаете, насколько ценно то, что вы имеете в ваших руках, данная вам компания Jeunesse? I'm not going to find a company like this again in my lifetime. That's why I take Jeunesse very seriously. Я не найду другой такой серьезной компании в своей жизни, я думаю, более, и поэтому я отношусь к Jeunesse очень серьезно. If you have that attitude, that's half the battle. Если у вас такое же отношение, то наполовину битва уже выиграна. Because it's people that are passionate, that have that belief, Потому что те люди, которые пассионарны, которые вдохновлены, и у которых есть такое чувство веры, that'll end up attracting the very people that you want in your business. только они привлекают этих качественных людей, которые вы хотите иметь в своем бизнесе. So how can we think about the value of Jeunesse? Как можно думать о качестве, о ценности Jeunesse? I want you to treat this business Я хотел бы, чтобы вы относились к этому бизнесу for what it's worth, настолько, насколько он стоит. not what it cost you. Не настолько, насколько он ценен, а не настолько, насколько он стоит. How many people here have ever owned a business? Like you've owned a traditional Сколько из business? вас в своей жизни имели бизнесы, традиционные бизнесы, любые виды бизнеса? You know, a shop or a... Магазинчик, возможно. It cost a lot of money to buy, I'm sure, didn't it? Он стоит денег, в него надо инвестировать. And you invest a lot of money. Его надо купить, в него надо инвестировать. How seriously do you take that business? И насколько серьезно вы относились к You don't want to бизнесу? throw your money away, do you? Вы же не хотели просто выкинуть свои деньги, вы относились к такому бизнесу серьезно. But the problem is, so many people Но проблема в том, что так много людей treat this business the same way. должны относиться к своему бизнесу здесь точно так же. They treat this business for what it costs them. Многие люди относятся к бизнесу настолько, насколько он стоит. Jeunesse is cheap. Войти в Jeunesse на самом деле достаточно дешево. It doesn't cost very much to join. Недорого надо инвестировать с тем, чтобы присоединиться к этому The бизнесу. investment is little. То есть инвестиция мала. So mindset, guys, То есть настрой в вашем уме, в вашей голове должен быть другой. who believes that Jeunesse is potentially $1 million business? Надо думать, что бизнес для тебя, собственно, на $1 миллион. Here's a little exercise. Jeunesse. Get an enrollment form. Вот есть такое упражнение для формы подписания. Put a line through the enrollment cost. Draw a line through it.
нарисовать черту, которая проходила бы под стоимостью подписания, and write $1 million. и под ней нарисовать цифру $1 миллион. Pretend that it costs you that much to join to become a GNS distributor. И подумайте о том, что вам бы стоило $1 миллион вход в GNS, чтобы стать дистрибьютором GNS. And treat this business with that level of respect. И относитесь к этому бизнесу с таким уровнем уважения. You'll go all the way to diamond. И тогда вы построите бриллиант. You've got to be the type of leader that is prepared to take responsibility. Вы тогда будете тем типом лидера, который готов на себя взять ответственность. If you want to go to diamond, Если вы хотите построить свой бизнес до бриллианта, it's not about blaming your team. не стоит все время ссылаться на недостатки вашей команды. It's not about blaming your enroller. Не стоит ссылаться на возможные недостатки вашей оплинии, вашего спонсора. It's not about blaming the economy. Не стоит ссылаться на сегодняшние недостатки сегодняшней экономики в вашей стране. And it's not about blaming GNS. Не стоит жаловаться на GNS. It's all about you taking full responsibility. Стоит думать только о том, что вы берете всю ответственность за все на себя. That you are the total sum and result Что вы общая сумма и общий результат всего, что вы, of your actions. всех ваших активностей. So if you've been building for a few months and you're not happy with the results, Если вы строили свой бизнес несколько месяцев и вы не удовлетворены результатом, review how you're building your business. надо пересмотреть, что вы делали, как вы строили. One thing that my mum taught me was this concept. Мой ментор научил меня этой концепции. Do everything in a way where the best possible result is always possible. Он сказал мне, делай все так, чтобы наилучший результат был наилучшей возможностью. Is what I'm going to teach you in the next, half an hour. И вот следующие полчаса я хотел бы с вами поделиться. Is not going to be the easiest way. Это не самый легкий путь. It's not going to be the most convenient way. И, возможно, не самый удобный путь. I'm going to show you the best way. Но это, возможно, самый лучший путь. And I'm never going to tell you that network marketing is easy, because it isn't. Я никогда не скажу вам, как говорят многие, что сетевой маркетинг это легко. Это нелегко. But I am going to tell you it's worth it. Но это стоит вложений. Because if you are successful in this industry, everything that you've seen with me, Потому что если у вас получится успех в этой индустрии, то все, что вы видите во мне, can be achieved by you and more. вы сможете достигнуть всего того же, чего достиг я, и даже перейти и пойти дальше. So to begin with, why are you here? Начать надо с того, почему вы здесь. Why are you doing this? Почему вы делаете это? You have to examine what's the driving force behind you building a business. Надо проэкзаминировать, что является ключевой движущей силой, которая заставляет вас делать ваш бизнес. Have a look at a lot of these reasons on the screen. Is one of those your reason? Вот некие причины, которые написаны на экране. Одна из этих причин может быть вашей причиной. Some people build because they want to generate income. Некоторые строят, потому что они хотят достичь больших заработков. Or travel, or lifestyle. Или путешествовать, или иметь другой стиль жизни. Sometimes to help other people. Или помочь другим людям. How many people, who wants to tell me their reason? Кто может мне сказать свою причину, почему Someone put their hands up. или Tamara, она здесь? Поднимите руку. what's your reason, Тамара, Tamara? ваша причина в чем? Я вообще люблю всю индустрию, именно в Донецке я вижу перспективу построения международного глобального бизнеса. I like the industry, and for me, GNS is a perspective to build international business, to change my lifestyle, to change the quality of my life, and for that I need money. And why is that very important for you, Tamara, to change your lifestyle? Почему это для вас важно изменить ваш стиль жизни? Потому что у меня есть семья, у меня есть муж, у меня есть двое детей. Because I have a family, I have kids, I have grandchildren, I have husband, И меня мотивирует искать and I'm motivated to change their lifestyle for the better, so Yes. that they live a better life. Thank you. Thank Спасибо. you. So here's what I want you to do. Что бы я хотел, чтобы вы сделали? Here's a lot of whys on the screen. Вот есть причины, почему на экране. One of these whys might be your why. Одна из них может быть ваша причина. I want you to find your emotional why. Найдите свою эмоциональную причину. Go deeper than the surface. Пойдите глубже, чем то, что на поверхности. See, for me, it's family lifestyle.
Для меня это вот стиль жизни моей семьи. And the main reason for that, when I really think about why do I want that so bad? И основная причина, когда я думаю, почему я так сильно этого хочу, And in the end it came back to me in my childhood with my father passing away. это все возвращается ко мне, мои воспоминания возвращаются в мое детство, когда умер мой отец. When I was young, that was a part of my life that was missing. Я вспоминаю, что часть моей жизни была потеряна вместе с этим. Those family moments with a father, travelling, holidays, etc. Что у меня не было возможности путешествовать с моим отцом, отдыхать с ним, делиться с ним. So this industry gives me the opportunity И эта индустрия дает мне ту самую возможность быть таким отцом для моих детей. for me to be a father to my family Быть отцом для моих детей. that I unfortunately missed out on. Того, чего не имел я в детстве. Is that an emotional why? Это вот мое эмоциональное почему. Find what your why is. Найдите свое эмоциональное почему. Because if you develop that emotional why, like we've heard from Tamara, Потому что если у вас будет такое эмоциональное почему, как вот Тамара сейчас озвучила тоже, you'll get out of bed each morning вы научитесь вставать с кровати каждое утро and take this business very, very и seriously. относиться к этому бизнесу очень-очень серьезно. You will do what most people talk themselves out of. Вы начнете делать то, что большинство людей ленится делать. Establish, remember, these are all mindsets that I'm giving you that are very, very И это important. первое, что важно, это настройки вашего мозга, что называется, настройки, ваши ментальные настройки. Establish what you want to get out of the business. What is your goal? Поймите, что вы хотите получить от этого бизнеса, каковы ваши цели. But I want you to quantify it. Но цели надо квантифицировать, в цифрах изложить. Because if it's just a hobby, Потому что если для вас этот бизнес просто хобби, you can see what you need to do to be able to make that real. вы все равно сможете понять, что вам необходимо делать для того, чтобы ваше хобби стало реалистичным. If you want something that represents a part-time or a full-time job, you can see what you need to do. С другой стороны, если вы хотите, чтобы это стало вашей частичной занятостью или полной занятостью, это тоже надо квантифицировать и видеть в цифрах. And if you want life-changing income, Если же вы хотите добиться доходов, которые поменяли бы вашу жизнь кардинально, then you can also see what you need to do. то вам тоже надо так квантифицировать в цифрах. Because here's one of the things that I know. How many people here in the room are an executive, Jade or Pearl? Сколько здесь в этом зале исполнительных директоров Джейдов или Перл? Кто в какой-то квалификации находится? Executive, Jade, Pearl. Anyone that's at one of those titles, Все, кто имеет одно из этих званий, that's just a hobby. это хобби, это начальная стадия. You don't even need to network. Для этого еще не нужно сети. You can just enroll some of your friends and family and people that you know. Для этого можно подписать там пару-тройку знакомых, родных или близких людей. And you can achieve any of those levels. И можно достичь таких уровней. But not life-changing income. Но это не тот уровень, на котором начинается изменение жизни кардинальное. Just hobby income. Это скорее доход на уровне хобби. How many people are sapphires? Сколько из вас сапфиры? Sapphira. Two sapphira. If you're sapphire, you're serious. Если вы сапфир, то вы относитесь к бизнесу уже серьезно. Guys, everyone, that needs to be your initial goal. И таким образом понятно, что если вы хотите относиться к бизнесу серьезно, это должна быть ваша первая цель достичь сапфира. That is your apprenticeship. You have to network. Здесь уже начинается работа в сети, и это фактически окончание вашей школы. This is just not enrolling people yourself, but it's helping your team to also enroll. Здесь уже навыки не только в подписании людей самому, но и в помощи вашим людям подписать новых людей. A lot of people think that when you're a distributor, that's when this business starts. Многие люди думают, что бизнес начинается, когда вы становитесь дистрибьютором. Distributor is the start of a hobby. Когда вы становитесь дистрибьютором, это начало вашего хобби. Sapphire is the start of a business. Сапфир – это начало бизнеса. Make sense? Понимаете? Soon as you hit Sapphire Elite, Ruby, you're earning life-changing income. Элитный сапфир или рубин – это уже начало изменения кардинального дохода. And you do need to Большому доходу. put in a level of time to make that happen.
И в это уже надо инвестировать достаточное количество времени, чтобы это случилось. You also have to be a believer И надо, в общем, верить в то, что вы делаете. in two things, В две вещи надо верить. the network marketing industry and Jeunesse. В индустрию в первую голову и в Jeunesse во вторую голову. How many believers do we have in the room? Сколько здесь людей верят в эти две вещи? Now, when we talk about belief, thank you, Спасибо большое. Когда мы говорим о вере, do you know 95% belief doesn't exist? вы знаете, что 95% веры просто не существует. If you only believe 95%, your 5% of doubt Если у вас есть 95% веры и 5% сомнений, will crush the 95% то of beliefs. 5% сомнений ломают 95% веры. Belief is all or Вера nothing, это либо 100%, либо 0%. no in between. И посередине не бывает. You have to understand what you are as a network marketer. Также надо понять, что ты представляешь из себя как сетевик. Many people fail because they don't understand their job description. Многие люди проваливаются, потому что они не понимают, в чем заключается их работа. This is one of the most misunderstood careers on the planet. И это одна из самых непонимаемых карьер, кстати, на планете, я бы сказал бы. And that's why so many people fail. И поэтому люди проваливаются. So we're not selling to people, we're not closing people. Мы не продаем людям, мы не закрываем их на какой-то мысли. Our job Наша работа is to share a story that can change people's lives. поделиться историей, которая поменяет жизнь людей к лучшему. And it doesn't matter if people don't enroll. И не важно, что в конце этой истории люди могут не подписаться. Let me give an example. Разрешите дать вам другой пример. For every 10 people that I share the story about Jeunesse, how many do you think enroll? Из каждых 10 людей, с которыми я поделился своей историей Jeunesse, как вы думаете, сколько людей подписалось? Because I think I do a pretty good job. Потому что я считаю, что я, в общем, неплохо работаю. So how many out of 10 do you think? Сколько из 10? 3? 7? Better? 9? You know what the truth is? Вы знаете, в чем правда? Now there's two ways you can think about that. Ну, можно двумя путями об этом думать. The person who doesn't believe 100% Человек, который не верит на 100%, feels very upset, расстраивается, feels very rejected, ему кажется, что ему отказали, feels very annoyed он раздражается, that 9 people said no. что 9 человек сказали ему нет. Are you one of those people? Если вы один из таких вот людей, And while those people are upset, и когда angry, они расстраиваются, они вот так трут глазки, они злятся, about the 9 out of 10 people that said no, потому что 9 человек им отказали из 10. I'm sitting over here very excited, Я же другой человек, я сижу и очень радуюсь. very happy Я очень счастлив about the one person that said о yes. том одном, который мне сказал да. That you need to be in that situation. Вам надо научиться понимать и быть в такой ситуации, как я. Because to get all the way to Diamond, Потому что, чтобы построить свой бизнес до бриллианта, you only need to build about 12 good leaders. вам нужно порядка 12 хороших лидеров под вами. In fact, mathematically, 6 will still get you all the way to Diamond. Математически говоря, справедливо говоря, 6 достаточно уже. What wins, quality or quantity? Так что выигрывает, качество или количество? Remember, our job is not to sell or to close. Наша работа не в том, чтобы закрывать или продавать. See what it says on the screen. I am an information broker. На экране я вот тут сказал на английском, что я информационный брокер. Or a highly paid, passionate storyteller. Или высокооплачиваемый, вдохновленный рассказыватель истории. If you do that well, enough people will close themselves. Если вы делаете это хорошо, то достаточное количество людей закроет на этой идее самих себя. The number one reason that network marketers quit, Основная причина, по которой сетевики покидают сетевой бизнес, because quitting is the only way you can fail. потому что, покидание это, собственно, единственная причина, по которой вы можете провалиться в этом бизнесе.
is that they get affected by the 9 out of 10 rather than the 1 out of 10. Это когда они расстраиваются из-за вот этих 9 из 10, которые отказали, а не вдохновляются из-за одного из 10, которым сказал да. Humans hate a sense of rejection. Людям, человеком, собственно, свойственно ненавидеть чувство отказа. So I want you to think about this a different way. Подумайте об этом по-другому. I was in a restaurant yesterday, Я вот вчера был в ресторане, and at the end of the meal, и в конце того, как мы покушали, the waitress came and offered me a cup of coffee. подошла, собственно, официантка и предложила чашку кофе. I said, no, thank you, not for me. А я сказал, нет, спасибо, я не хочу. Now, do you think that waitress Та же официантка ran out into the kitchen, не убежала на кухню jumped into the arms of the chef, и не прыгнула в руки к своему шеф-повару, crying all upset плача, что вот я отказался, because she felt rejected? потому что вот ей отказали. What got rejected? Потому что, ну, чему я отказал, собственно? She knew it wasn't her that got rejected. Она же понимает, что я не ей отказал. It was the coffee. Я отказал кофе. Okay. The same thing is with what we do with Jeunesse. То же самое происходит, собственно, с бизнесом Jeunesse. When someone says no to you, Если кто-то говорит мне или вам нет, you're not being rejected. не вам отказывают. It's the opportunity, Отказывают той возможности, or the product, or the timing, или тому продукту, или тому времени, but not you. которое необходимо, но не вам. I had a very, very smart person. He was a talented speaker. У меня был очень хороший друг, который был талантливым спикером. And has lectured in this industry for decades. И он целыми декадами читал лекции в этой индустрии, по этой индустрии. People would ask for his wisdom. И люди спрашивали у него о его мудрости. And people would ask, tell me one great tip on how I can be successful as a networker. И спрашивали у него, дайте мне один хороший намек, как я мог бы стать успешным в этой сетевой индустрии. His answer was always the same. Его ответ всегда был одинаковым. Be prepared Будь готов. to go out and find 500 people that will say no to you. Будь готов, что ты выйдешь в поле, и 500 человек скажут тебе нет. Because if you can find 500 people that will say no, Потому что если ты найдешь 500 человек, которые тебе скажут нет, you'll find 50 or 60 or 70 that ты will say найдешь yes. 50, 60 или 70, которые скажут тебе да на это количество. Does that make sense? Понимаете, о чем я говорю? Because I wanted to give you some ways of thinking differently about network marketing. Я хочу дать вам пути, которыми вы сможете мыслить по-другому. I want you to build faster than I have ever been able to build. Я хочу, чтобы мысли по-другому вы построили быстрее, чем я в свое время. Stronger, better. Сильнее, лучше. I want you to learn these things quicker than I ever did. И чтобы вы научились этому быстрее, чем я учился на своей шкуре. So here are the things that we're not. We're not a salesperson. We're not a closer. We're not a convincer. We're not someone who fears rejection. Мы не продавцы, мы не убеждальщики, мы не те, кто боится отказа. If you're one of those things, it's a different profession. Если вы являетесь одним из этих типов характера, возможно, вам стоит выбрать другую профессию. So who do you share the information with if you're an information broker? С кем вы делитесь информацией, если вы являетесь информационным брокером? Because you need a platform. Потому что вам нужна платформа. I always say the currency of your business Монетой вашего бизнеса is the quality of the contacts that you accumulate. является качество контента, который вы аккумулируете. So who do you talk to? С кем вы разговариваете? Who do you share that story with? С кем вы делитесь своей историей? Because you share a story that brings people hope again. Потому что вы делитесь историей, которая дает людям надежду. Here are my top 5 groups of people Это мои топ-5 ключевых групп людей, that I want you to focus with. на которых надо сфокусироваться. I want you to make a method out of putting together your contacts list. Надо придумать метод, по которому можно сделать свой список контента. Because most people do this backwards. Потому что большинство людей делают это наоборот, в обратном порядке. Most people do this the easiest way.
Большинство людей делают легким путем. the way that they feel most comfortable. Тем путем, в котором они чувствуют себя наиболее комфортно. But the place that I hate the most in life Но то место, которое я больше всего не люблю в этой жизни, is a comfort zone, это зона комфорта. because nothing ever changes. Потому что в зоне комфорта никогда ничего не меняется. You ready to do this brave, smart way? Но готовы ли вы делать это храбрым и умным способом? So when you start, you need to put together a list of between 50 to 100 names. Когда ты начинаешь, надо сделать список от 50 до 100 имен. And I want you to ask yourself how many people that you know are in category number 1. И надо спросить себя, сколько людей, которых вы знаете, находятся в категории номер 1. Who do you know that's done this before? Networking or party planning, direct selling? Сколько вы знаете людей, которые работали раньше в сетевом маркетинге, в пати-планах или в смежных дисциплинах? How many people do you know that are already in small business or are entrepreneurs? Сколько людей вы знаете, которые уже владеют маленьким бизнесом или являются маленькими предпринимателями? How many people do you know that are in the health, beauty or fitness industries? Сколько людей вы знаете, которые в индустрии здорового образа жизни и красоты? How many people do you know that are salespeople? Сколько людей вы знаете, которые являются продавцами? Particularly high-end sales, like selling houses or electronics or machinery. Особенно в продажах high-end, которые продают дома, электронику, дорогостоящую или оборудование. And who do you know that are people of influence? И каких людей влияния вы знаете? This is like a respected occupations, teachers, nurses, dentists. Это уважаемые, так называемые уважаемые профессии, учителя, сиделки, медицинские сестры. Or people that manage community groups, church groups, sporting groups. Или люди, которые занимаются сообществами людей, допустим, церковными, спортивными или другими. People that have the ear of the community. Люди, которых ухо настроено на сообщество. Here's how you construct your list. Вот как вы составляете свой список. Because what you're looking to do Потому что чего вы хотите добиться, is not to go out and enroll customers. это не выйти в поле и подписывать конечных финальных пользователей. You want to go out and enroll distributors. Вы хотите подписать дистрибьюторов. And if you find a customer, that's great. Если вы по пути подпишете потребителя, то это, в общем, тоже хорошо. But don't plan to focus on just building customers. Но вам не стоит фокусироваться только на потребителях. Now, what do most people do when they start putting together their list? Что делает большинство людей, которые вот делают такой список впервые? How many people here in the room started your list by talking to your closest friends and family? Сколько из вас начинали такой список с ваших друзей, с ваших членов семьи, с ваших самых близких друзей? Most people. Большинство. Did you find some surprising results? Нашли ли вы или получились ли у вас удивительные результаты при этом? Because most of us talk to our closest friends and family first because we feel most comfortable. Потому что большинство из нас говорят с членами семьи или с друзьями в первую голову, потому что с ними мы чувствуем себя удобнее всего, это комфортная зона. But who found that some of our closest friends and family Но кто из вас понял, что ваши лучшие друзья и ваши члены семьи were negative, были негативны по этому поводу? overprotective, У них были опять же, негативные предпосылки к рассуждениям по этому поводу. and were starting to warn you И они начинали предупреждать вас и отговаривать вас, that you've become involved in a terrible, scary pyramid scheme. что вас вовлекли в страшную и ужасную пирамидальную схему. I get that in every country. Мне рассказывают это в каждой стране. Important with the part in red. Очень важно еще вот то, что здесь написано. I want you to talk to your closest friends and family, but after you start with the list as I said. Конечно же, надо говорить с вашими членами семьи, конечно же, надо говорить с вашими друзьями, но после того, как вы сделаете тот список, который я прошу вас сделать. Talk to the ones who started to get results. Поговорите с теми, кто начали и кто получили результаты в первую голову. When you've got a story to tell,
Поговорите с теми, у кого есть история уже. When your level of belief in the business is not going to be affected by their negativity. Поговорите с теми, у которых уровень бизнеса уже такой, на который нельзя повлиять негативной информацией. So remember today, I'm not going to waste your time by giving you the easiest way to build a business. Сегодня я не хочу тратить ваше время на то, чтобы рассказывать вам самый простой способ построения бизнеса. I want to give you the best way. Я хочу вам показать лучший способ. Because most people here in the room put your hand up and said you want life-changing income. Потому что большинство из тех, кто остался в этом зале, подняли руки и сказали, они хотят кардинально лучшего дохода. A lot of people ask me, well, if I'm a highly paid storyteller, Многие меня спрашивают, если ты называешь сам себя высокооплачиваемым сказателем историй or an information broker, или информационным брокером, what do I say? что ты говоришь? What are the words to say? Какие слова ты говоришь? Well, the good thing is that there is a method to put together your pitch. Есть метод, по которому можно сложить воедино свой питч, свою историю. And I want to show you how you put that together. И я попробую рассказать вам, как построить этот питч. So to begin with, so if you have to tell a story, these are the things that you don't do. Если вы хотите начать научиться рассказывать историю, то первые вещи надо понять, которые не стоит говорить никогда. I don't want you to pitch at your comfort zone. Не надо рассказывать о зоне комфорта. I don't want you to prejudge what you think people are interested in. Не надо пресудить о том, в чем ваши, собственно, собеседники могут иметь интерес. I don't want you to doubt or edit your message. Не надо использовать недоверие в вашем послании. Because your comfort zone is the part about Jeunesse that you like the most. Ваша комфортная зона – это та часть Jeunesse, которую вы любите больше всего. And you assume that everyone else likes the same thing as you. И вы предполагаете автоматически, что все любят такие же вещи, которые любите вы. So most people's pitches, То есть в большинстве питчей, большинства людей product, stem cell, продукт, клетки, собственно, стволовые клетки. and it's a very small part of the story. Но это всего лишь маленькая часть истории. But is the story bigger than that? История же гораздо больше, чем это. You need to tell people more. Надо рассказывать людям гораздо больше. So here are the things that you do need to do. Что надо рассказывать? I think next slide. So Следующее. here are the things you do need to do. Что надо рассказывать? Number one, I want you to make sure that you set your default to entrepreneur. Надо настроить по дефолту, как говорят в компьютере, собственно, свои настройки на предпринимателя, а не на потребителя. I want you to imagine that everyone you're talking to is an entrepreneur. Надо настроиться так, что каждый человек, с которым вы разговариваете, это автоматически предприниматель. Even if everything you see in front of you is telling you the opposite. Даже если вы говорите с человеком, и он выглядит абсолютно по-другому, а не так, как должен выглядеть предприниматель. Because that's when people just start talking product. Люди начинают, собственно, именно в таких ситуациях люди начинают говорить только о продукте, но надо настроиться на предпринимателя. I want you to enjoy uncovering like-minded people just like you. Вам надо научиться получать наслаждение в поиске и нахождении таких людей, которые ментально настроены так же, как и вы. Because when you enroll one fantastic person, it breathes life into your business again. Потому что стоит подписать только одного ментально настроенного, как вы, человека, и это привносит очень много хороших позитивных изменений в вашем бизнесе и в ваших настроях. Now it is kind of scary what I'm telling you to do, but make it fun. Возможно, это звучит немножко ужасающе, что ли, или пугающе, но от этого можно научиться получать удовольствие. One of my very favorite movies of all time Один из моих любимых самых фильмов всех времен is a movie called Forrest Gump. это фильм, который именуется «Форест Гамп». Hands up who's seen that movie. Все поднимите руки, потому что все его видели. One of the greatest movies of all time. Один из лучших фильмов всех времен и народов. There's a lot of wisdom throughout that entire movie. В этом фильме очень много мудрости заключено. Remember the scene where Forrest Gump is sitting at the bus stop? Помните там сцена, когда Форест Гамп сидит на остановке автобуса, There's a lady sitting next to him, и рядом с ним сидит женщина, and he leans over to her and says, и он нагибается чуть к ней и говорит: "Life is like a box of chocolates. жизнь это как коробка шоколадных конфет. You never know what you're going to get." Ты никогда не знаешь, какую из них ты вытянешь, с какой начинкой конфеты ты вытянешь.
That needs to be your mindset Вот такие настройки надо иметь и вам в голове. when you're prospecting, when you're sharing the story. Когда вы рассказываете кому-то свою историю, Because sometimes you uncover something pretty amazing. очень часто можно открыть для себя очень удивительные вещи. To make that possible, you must tell the full story. И чтобы это стало возможным, надо рассказывать всю историю. Because remember, if you want to go all the way to life-changing income, Потому что помните, если вы хотите подняться до уровня, когда ваш доход кардинально изменится, to Sapphire Elite, к сапфиру, элитному сапфиру, to Ruby, к руби, you must believe what's on the screen. вам нужно верить самому в то, что есть на экране. You are chasing 6 good quality leaders. Вы хотите найти 6 качественных лидеров. You are not chasing enrolling 100 customers. Вы не хотите найти 100 потребителей. The customers will come automatically. Потребители придут сами по себе по пути. You believe that quality will always outperform quantity. Вы верите в то, что качество всегда переиграет количество. Do you see how you have to have a different mindset? Понимаете, как я вам говорю о том, что надо иметь другие, что называется, ментальные настройки у вас в голове? You need this mindset if you want life-changing income. Вот такие ментальные настройки надо иметь у себя в мозгу. If you only want a hobby, if you want to be a permanent jade, pearl or sapphire, Это, однако, не исключает того, что если вы хотите этим заниматься как хобби, быть просто джейдом или сапфиром, вы можете заниматься по-другому. you won't need this mindset. Вам не нужны такие ментальные настройки. But if you want to go further, you will. Но если вы хотите перейти с сапфира и пойти выше, то вам нужны такие ментальные настройки. Here is the perfect pitch. Вот лучший